Халат Эспандер. Мелодика. Девочки, включайте фантазию. На распродаже Озон столько подарков. Беспроводные наушники Текно за 999. Планшет Huawei MatePad за 18 999. Ты вот мне скажи, ты на съемке отпросился или сбежал? А? Так, я не понял. Я, значит, там кору без соли доедаю, а тут уже все готово? Посылка с Беларуси. Прислал Илюха 2 года назад. Ну, извини, Илюха. Ситуация. В общем, коробка у нас плотная, картонная, инхрустированная белорусской вязью, что хорошо, и весит примерно 3,5 килограмма. Сразу говорю, много пустого места осталось внутри. Ай. Картошка пахнет. Оп! Чувствуете? Слежалась. В общем, Илюха один из тех подписчиков, который хочет, чтобы я похудел. Вот такая штука. Стоять. Давайте разбираться. О, вот это я понимаю. Обширные разносолы из Беларуси. Да, блядь, хватит. Я пытаюсь удержаться на стуле. Трон плывет. Илюх, за такие подгоны огромное тебе человеческое сдякую. Зачем там «З»? Везде «З» почему-то. Дякую же-то, да? Я не знаю, видите. Ну, короче, спасибо. Значит, чем сегодня нас будет баловать Беларусь? Во-первых, это вот такие редкие острые чипсы, которые я вижу впервые, так и написано, Белпродукт. Во-вторых, это огромное количество сухих супов, вот в таких брикетах еще почти что советского образца. Дальше белорусская халва, аж в 4 вариациях. Естественно, легендарная тушеночка. Почему только одна консервная банка? Далее, аж 6 упаковок разных по вкусу диетических специализированных хлебцев. Илюха еще тогда что-то знал, 2 года назад. Что он знал? Что он знал? Что этот год похудеет. И этот год похудения, ты прав. Ну и венец сегодняшних вкуснях, слегка подросшая, но тем не менее наша старенькая, добренькая Аленка. Как вы понимаете, калорий здесь немного. На супах далеко не уйдешь. Поэтому мы поступим следующим образом. Я подготовился. У нас есть зеркальный ответ. Причем почти что к каждому присутствующему блюду. Будем сравнивать, что лучше. Начнем с тушенок. Погнали. Значит, смотрите, дизайн практически одинаковый. Милитари. Развесовка тоже. 338 грамм, еще Советского Союза идет. А далее начинаются интересные отличия. Несмотря на то, что у нас очень маленький шрифт, но написано, что массовая доля мяса и жира не менее 58%. Вот у нас. Здесь то же самое написано 97,5%. Как вам, Илон? Знаешь, почему Макс все это делает? Потому что он инопланетянин. По срокам годности тоже есть вопросы. У белорусов 3 года, это классика. У нас 4. Автоматом бал нашим. По внешнему виду тоже есть огромная разница. У нас тушеночка сделана удивительно из мяса. Даже видны волокна, прям цельные такие куски. Достаточное количество моего любимого жирка. И где-то здесь, далеко, но практически его не видно, должна лежать лаврушка. У белорусов же все иначе. Они это мясо раздробили буквально в фарш. И примерно такое же количество жирка. Собственно, давайте с него и начнем. Белорусы, погнали. Блин, запах. Я сойду с ума. Нежнейший бульончик, который тает у тебя во рту, ты даже не замечаешь, как он прошел. Даже глотать не обязательно. Оно всасывается небом. Только за жир ставлю сразу 5. Накидываю. Наш аналог. Вот он, красавчик. Его как будто кто-то грыз уже. Погнали.
А я вам скажу, есть разница. Его надо грызть. Здесь безвкусный, просто жир. А тут все. Тут вся планета, она сладенькая. Трайбаш можно накинуть. Далее мяско белорусское. По-моему, это самая вкусная тушенка, которую я пробовал. Она сладкая. Вкус очень насыщенный, вот тушеночный. Как знаете, когда мимо соседей проходишь, и там всегда такой какой-нибудь аромат вкусной еды. Вот примерно так же. Боже мой, я не могу остановиться. Сюда и сюда. Нельзя же жрать полностью, я же дегустирую. Погоди, вот теперь наш. Жесткая. Очень жирная по сравнению с этим. Погоди. Не-не, пошла разница. Вот если после этого пробовать это, то оно полностью безвкусное. Вот вкус как таковой отсутствует. Еще маленечко. Еще маленечко. Еще. Сразу 2 тарелок уже начал ебошить. Худеющий. Не мешай. По баллам белорусам ставлю крепкую 8. Чуть-чуть не хватило лаврушки, вот этого привкуса золотистого. Здесь, 5. Это стандарт. Тут нечему удивляться. Оно, да, качественное, но 5. Насчет хлебцев. Ребят, я держу в руках одну единственную упаковку из 6. Выбрал розовенькую, потому что там нарисован мой любимый чеснок. Выглядят они, в принципе, стандартно, симпатично, весит все ничего, пушинки и калорий в них, по сути, нет. Погнали. Все, вырубай. Так, двигаемся к обеду, и первый раз в истории канала мне мой подписчик присылает такое количество супов. По-моему, он скупил все. Сразу скажу, что каждая упаковка рассчитана на 6 порций. Ну ладно, одну. Но даже это мне сейчас в нынешних условиях не под силу, потому что у нас банально нет такого количества воды с собой. А ведь самое главное то, что их надо еще варить по 20 минут. Поэтому поступим следующим образом. Я выберу 2 брикета для ленивых хозяек и сравню их, достаю из своих широких штанин, наши аналоги. И далее, как надо делать дизайн. Значит, выбираю гороховый. Не, вот он. Гороховый и харчо. И у нас то же самое. Вот как сошлось. Погнали готовить. Так, наконец-то обед, ребят. Для вас прошло буквально мгновение, но для нас-то полчаса, это как минимум. Каждый по 15 минут надо варить, дождаться до кипения туда-сюда, все это отснять. Красота! Наконец, супы. Я их так долго ждал на обзорах. Причем огромные порции, гигантские. Значит, вот так выглядит супец Беларуси. Это у нас харчо. Здесь огромное количество риса, зелени, ингредиентов и так далее. И вот наш аналог. Точно такой же харчо. Более желтый, золотистый. А запах, друзья... Вот матушкой России пахнет. Вот не совру, честно, очень вкусно. Очень. А тут белорусами. Ой, блин, у них вкуснее. Потому что у них специй гораздо больше. Даже визуально понятно, что здесь есть и морковочка, и наверняка лучок. Что такое вообще харчо? Это суп на рисе с мясом и приправами. Погнали. Какой же ты родной нажористый. При этом чувствуется кавказская остринка. Кайф. Бульончик выпит, теперь осталась кашка. Да, да. Что ты там чвякаешь? Когда я буду обзор на РП делать? Схватился за свой стул и меня не пускаешь. Я за свой стул не держусь! Дай канал поднять! Уже 10 лет канал поднимаешь. Сука.
Так, мы продолжаем. Наш ответ. Погнали. Вот вроде все ничего, да я одного понять не могу. Где харчо? Где рис? Где хотя бы какой-то намек на мясо, на зеленушку? Дешевый, банальный бульон с огромным количеством крахмала, ну это по традиции у нас. И послевкусие, знаете, аж кислит. Как будто ты съел что-то не то. Вот ты хотел сделать обзор? На! Я думаю, вы со мной согласитесь, если я поставлю нашим 2, а белорусам 8. На мой взгляд, много перца. Это единственный минус. А так, топчик. Мне кажется, что кто-то нарывается на иноген. Нет. Почему? А как мне ответить на это? У меня нет сценария. И пару слов насчет хлебцев. В данный момент это полоцкие со вкусом лука и сметаны одновременно. Просто соленый. Ни лука, ни сметаны. Я ничего не ощущаю. Так, мы двигаемся дальше. У нас на очереди гороховый суп. И, к сожалению, особенно для нашего аналога, выглядят они тоже по-разному. Вот, пожалуйста, белорусский гороховый суп. Оцените внешний вид, наваристость, как это классно и презентабельно выглядит. Большие кусочки гороха, почти что целехонькие. И наш. Кусочки гороха есть, но они как будто бы уже погрызанные. И цвет прям какой-то бледный. Очень хочется есть. Начнем с нашего. Погнали. Еще. Знаете, тут очень интересные нотки. Как будто ешь белый хлеб с подсолнечным маслом. Вот вкуса именно гороха привычного я тут не чувствую. Отдаленно напоминает западные аналоги, там, где у них супер сублимированное блюдо, рассчитанное на 40 лет. Там, где уже вкус самого блюда расплывчатый, и ты чувствуешь только специи. Специфично. Двигаемся дальше. Белорусский аналог. Мой красавец. Я не смотрел, но услышал, что заходит нормально. Несоизмеримо круче. Но здесь другая крайность. Такое ощущение, что ешь картошку. Вот охрененное количество крахмала, видать, его не особо отмыли от него. Но в этом основная фишка. Здесь встречаются вот такие кусочки, которые не размешались и не разварились, и при этом они самые сочные и вкусные. Десятка. Нашим, к сожалению, 3. Я так скажу, несмотря на год просрочки, она зашло в меня как никогда. Все-таки надо отдельно остановиться на этих хлебцах, потому что их тут было очень много. Как мы уже поняли, плюс-минус они все одинаковые и выглядят следующим образом. Но у нас есть ответ. Причем называются как фитнес-лайм. В каждой вот этой полосочке, оказывается, содержится 14 килокалорий. Всего-навсего. Но раз 14 килокалорий, 2, 3. Че по одной-то? Какая она сухая тварь. Да постоянно надо чем-то смазывать, оно не мое. Тут еще надо следить за языком, а то можно оскорбить чувство верующих в фитнес. Да нет такого закона! Сплошное безвкусие, даже наши армейские галеты гораздо сытнее и лучше. Полоцкий аналог. Вот то же самое. То же самое. Хотите секрет расскажу? Вот это свежак. Год просрочки. По вкусу вообще никакой разницы. Вот серьезно. Переходим к следующему блюду. Не думал, что мне когда-то посчастливится делать обзор на шоколад Аленка, да еще и обзор сравнения. Я всегда думал, что наш шоколад Аленка везде, во всем мире, даже на экспорт, одинаково выглядит. А нет, у белорусов своя Аленка, оказывается. Обратите внимание, белоснежная упаковка. Больше, чем наша. Точно такая же таблица есть только в зарубежных товарах. Лично я это видел зачастую в американских военных пайках. Каков вывод? Возможно, это экспортный вариант.
И вроде все неплохо и симпатично, но хоть убейте, не пойму, зачем так дробить целую плитку шоколада вот на эти маленькие штучки. Вот пример. Есть большая плитка и получаешь удовольствие. Это для чего? Типа ты вытаскиваешь, съел одну и отложил в сторонку, да? Как? Если она есть, ее надо есть. Держи себя в руках, ведь я дегустатор. Одну плиточку отсюда, одну отсюда. Наша. Я сначала хотел поругать наших за то, что слишком тонкая плитка. Но посмотрите, если вот полностью залить вровень, было бы нормально. Но зато она тает. Даже вот сейчас в холодных условиях это не керамогранит. Молочный вкус. Белорусский аналог, тоже одну штучку, не больше. Уже хуже. Она тут гораздо толще. Из-за этого оно не жуется, только сосать. Она, знаете, так, под Европу. Чуть-чуть нежнее, чем это. Поэтому я в замешательстве. Да все вкусно, десятка обоим. Следующая вкусняшка тоже редкость на наших обзорах, а именно халва бобруйская. Привет людям из Бобруйска. Представлена в нескольких вариациях. Вот эти я, Серега не видит, короче, сразу положу домой. Потому что очень вкусная вещь. Я халву-то на самом деле люблю. Я ее хомячу килограммами. Ну, это мы опустим. В общем, смотрите. Я специально нашел в наших магазинах, заткнись. В общем, в наших магазинах я нашел экспортный вариант точно такой же халвы. Вот эта упаковка из Беларуси. Видите, сзади ничего нет. А это 59 рублей. Наша. Купленная в нашем магазине. Единственное, что... Где здесь наша? Блин. Да какая разница, погнали. С шоколадом. Это божественно. А народ вяжет. Не, вкусно. Очень нежная, почти что кремовая внутренняя структура. Ничего не скрежетит на языке, ничего лишнего, вполне жирненько. Чувствуется, что из подсолнечных семян. Благодать. Это, наверное, наша. Да. Как будто бы слаще. Знаете, как в Советском Союзе машины продавали, да? Для своих одно, для экспорта другое. Не обманули. Шикарно. Десяточка. Спасибо. Ну и завершающая вкусняшка на нашем сегодняшнем обзоре называется Мега Чипс Экстремум. Так и написано. Осторожно, очень острые чипсы. Также написано, что это белпродукт. И выглядят они, ну, прямо скажу, я ожидал большего. Как минимум красноватого оттенка. Оно же как папирус. Очень ломкие, тоненькие, даже меньше миллиметра. Охренеть. Погнали. Еще. Это все? Илюх, ты кого хотел вот этим удивить? Меня? Который столько сожрал всякой хрени острой? Вообще ни о чем. Вот ноль. Они даже сладкие. Их можно несколько сложить в одну кучку. Вот так вот. Сломать. И... Zero. Ну, просто вкусные чипсы, да. Чуть-чуть острят, совсем чуть-чуть. Но чтобы вот тут страдать, не, хрень. Трайбаш. Ребят, не знаю, как вы, но я сейчас поеду ужинать. А с вас заслуженный лайкосик и подписочка на канал. Это важно. Погнали к вердикту. Во-первых, еще раз огромное спасибо Илье за такой подгон. И извиняюсь, что затянул с обзором, у меня такое бывает. Во-вторых, классная тушенка, я вам скажу. Лучше я даже не пробовал на видео сравнение тушника из разных ценовых категорий. В очередной раз убеждаюсь, что Беларусь лидер в производстве тушенки. Супчики тоже понравились. Несмотря на просрочку, сохранили свой вкус, аромат и наваристость. Вообще, первые подобные пищевые концентраты начали производить еще в
1932 году в Москве, но не для свободной продажи, потому что это был спецпаёк для полярников и геологов. Но затем война ввела свои коррективы, они стали востребованы вообще для всех. Суп, пюре гороха. И уже после победы производители разнообразили меню и стали поставлять вкусняшку на гражданский рынок. И если кто-то из вас увидел в этой упаковке отсылку на советский кисель, то знайте, что это не просто так, потому что такой кисель тоже производился в Беларуси. И мне приятно, что они сохранили почти советский дизайн и то самое советское качество продукта. По остальным вкусняшкам мне добавить нечего, они уже все съедены. Поэтому скажу спасибо всем, кто досмотрел этот ролик до конца. Не забывайте поддержать канал лайком, комментарием, подпиской и отправить этот обзорчик друзьям. И спасибо всем, кто подписывается на Boosty в это нелегкое для нас время. На этом пока что все. Всем удачи, всем пока!